очень настаиваю на понимании одной вещи, что знаю означает я этому следую. Например, я могу вам дать сейчас список на стене, почему нельзя курить. И большинство из вас скажет, да я знаю это, но все равно курю. Это означает, что вы не знаете. Это означает, что есть некие доводы в уме, которые говорят, ну можно же противоядие сделать, ну покурил, потом часик побегал. Ну, образно говоря, да. Там, переел лишнего, потом пропастился, да. Но есть еще миллион доводов. Например, покурили, потом побегали. Но вы же затратили сердечную энергию дополнительную на очистку организма. А любая энергия у вас ограничена. То есть вы используете не дополнительный какой-то абстрактный ресурс. Вы используете ресурс тела, и он ограничен. Да, и если вы вводите яд, то вам потом придется ввести противоядие, организму потребуется энергия, и он возьмет ее из того же источника, из вашего тела и так далее. Когда у вас будет достаточно доводов и настоящее знание, вы просто не будете курить, просто не будете кричать, просто перестанете обижаться. Мы не следуем этому, потому что мы это не знаем. Кто-то хочет поспорить? Я не против. Поймите это так. Все хотят быть счастливыми. Все без исключения. Это наше конституциональное положение. Значит, соответственно, если мы чего-то не можем, какие-то есть дурные привычки, например, кто-то здесь может быть мнительным, обидчивым человеком, кто-то не может развивать отношения. Да? И говорит, ладно, проживу без этого. Нет. Вы просто лишитесь лишних там 30-40% доступного счастья. Смотрите, в этом мире надо выживать. И на фоне выживания, да, еще вы лишаетесь того, что реально могли бы получить, если приложили к этому, что в первую очередь, знание. Отсутствие знаний, невежество блокирует определенное количество, ну, так скажем, в процентном отношении вашего счастья. А его и так мало. Его и так мало. Счастья много не бывает. Поэтому если из-за какого-то невежества вы ограничиваете свои возможности, плюс эти возможности ограничивают так называемые в кавычках доброжелатели, весь мир – это сплошные доброжелатели, которые с нами конкурируют. Правильно? В кавычках доброжелатели, правильно? Плюс материальная природа, которая постоянно нам выдает какие-то, да, испытания. Катаклизмы всякие, проблемы, да. Другие живые существа с нами дерутся, правильно? И еще наш ум. Про ум будет попозже, да. Самые большие страдания где? В себе внутри. Да, помним этот закон, который гласит о том, что неважно в каком мы положении, важно, что мы об этом думаем. Да, есть очень богатые, красивые, привлекательные люди, но они думают, что они несчастливы. И они обречены. Поменять вот это внутри очень трудно, правильно? А есть люди, живут простой жизнью, возвышенно мыслят, и все у них хорошо. Поэтому кто счастлив в этом мире? Два типа живых существ счастливы в этом мире. Те, кто опустился полностью до уровня животного. Поэтому так распространено есть философия бомжей. Это не просто. Да, есть кто по жизни так получился, а среди них встречаются бывшие педагоги, ученые. Почему? Потому что если ты не моешься неделю, то дальше становится все равно. Привыкаешь к запаху. Боль имеет тоже предел. Когда гниет палец, больно. Когда гниет все тело, вы не ощущаете боль. И так опустившись сильно, вы перестаете ощущать боль. И притупляется все, что только можно. И отсюда вы рады, как животные, чему угодно. Правильный второй тип людей – это кто поднялся над чувствами. Да, тот, кто не живет чувственными наслаждениями этого мира, а живет внутренним миром.
те тоже счастливы. При этом они счастливы и чувственно. Вот что интересно. Те, кто поднялся над чувствами. Те счастливы чувствами. Почему? Потому что чувства не рабы. То есть они не рабы своих чувств. Правильно? Хорошо. Как вас зовут? Вот девушка, которая сделала домашку. Как вас зовут? Донара. Донара. Ну, красиво. Какое задание вы сделали? Скажите мне. Ну вот я на все вот эти 21 закон. На все. Тогда я могу вас по желанию спросить, или у вас есть особое желание поделиться, что вы сделали на какие-то темы? То есть мне интересны примеры, когда мы нарушали закон и из-за этого страдали, да? Какой закон вы хотите рассказать, как вы страдали из-за его нарушения? Ну, например, первое вот образование – это знание о том, как стать счастливым. Так. Ну вот у меня закончено 2 колледжа, институт, и получив диплом, ты становишься специалистом. Вот. Когда выходишь на работу, понимаешь, что такие, как ты, сотни, как будто бы работали. И ты просто начинаешь приспосабливаться и выживать среди таких же специалистов. И получается ощущение такого как бы конвейера. Индивидуальность теряется, личностью себя особо не ощущаешь, вот приходишь просто на работу и понимаешь, что эти дипломы, они просто вот бумажка лежат, а ты вот как робот ходишь, зарабатываешь, как все. Понятно, то есть это не дало того счастья, которое ожидали. Хорошо. А вот такой, вот из 4 недостатков человеческой формы, непонимание этих 4 недостатков, есть какой-то пример, что это приводило к страданиям и так далее? Ну вот первый, да, склонность к обману. Да. Ну, склонность к обману — это дело такой, как бы, примитивный пример, что вот родители рассказывают детям про капусту, там, про таблеточки разных цветов. Вот, и дети так и не понимают, откуда они родились, откуда они появились. И вот, можно как бы склонность к обману рассмотреть, просто не говорить правду. Это тоже будет обман. Не обязательно. Нет. Ну вот ты им не говоришь, уводишь от темы. Нет, ты уводишь от темы. Да, это как бы тоже ответа-то не получают, и начинают его искать где-то на другой стороне. И получается, ну, не тот результат. Хорошо, и как это приводит к страданиям? Более конкретно. Ну, страдания, наверное... Ну вот меня обманули, из-за этого я страдаю. Если бы меня не обманули, я не страдаю. Мне надо конкретный пример, правильно? Мы же живые люди. Давайте. Все остальные думают, сейчас микрофон пойдет. Нет, ну это склонность к обману. Я рассмотрела как бы частный случай, который мы... Ну и как это приводит? Ну делают, и как мы от этого страдаем. Привожу пример, чтобы вам было легче. В 9 лет я додумал мысль, что я умру. Лежу, рыдаю. Зову маму. Я говорю: мам, я не хочу умирать. Что вот будет, когда меня никогда не будет? Вот не будет, вот вообще ничего не будет. Ни этого мира, ни звуков, ни... Все, я исчезну в никуда. Да? Мама говорит: ты не расстраивайся. Когда ты станешь стареньким, тебе расхочется жить. И это будет за счастье. Значит, когда я стал стареньким, да, если бы я как бы, да, это же обман, то я испытал бы страдания, живя этой надеждой, что когда-нибудь, да, когда-нибудь мне станет все равно. И потом, когда мы понимаем, что это обман, да, мы разочаровываемся. Склонность к обману проявляется, когда мы недооцениваем договор с кем-то. Ты мне обещаешь? Обещаю. Давай напишем. Ну ты что, мне не веришь? Ладно, поверил. Правильно? Поверил. Через 2 дня прихожу, ну что? Чего что? Ну мы же договорились. Когда? Встречались с такими вариантами, да? То есть ты смотришь на человека и говоришь: подожди, ты же это обещал. Я не это имел в виду. И думаешь: ну зачем я поверил? Ведь есть же такой закон. У человека есть склонность к обману. Договор давайте напишем. Что у меня включено на моем телефоне? Запись всех входящих звонков. Почему? Потому что мы настолько склонны к обману, что даже не можем в это поверить.
А так как я много говорю с людьми, я даю советы какие-то, да? Я помог человеку, дал совет. Человек говорит, как вы так сказали? А что я сказал? Да-дам, да-дам, да-дам. Я говорю, разве? Я такой говорю, конечно. Я говорю, а включим наш разговор вчера? Фу. Ой. Правильно? А если бы я не понимал склонность к обману, я бы страдал, что меня неправильно поняли, трактовали мои слова. Понятно, да? Ну тогда возьмем те же взаимоотношения родителей и детей. И, допустим, родители вкладывают свои силы, материальные средства, надеясь, что их будут рассматривать в старости. А, допустим, ребенок вырастает эгоистичный, он хочет устраивать свою личную жизнь, ему не до родителей. И получается, как бы... Страдают родители. Да, неосознанные ожидания, то есть, да, неоправданные. То есть он вкладывал, и все разговоры по молодости как бы были. Вот я же тебе помогаю, ты же счастлив, да, это... Вот где были твои друзья, когда у тебя было плохо? А вот мама с папой, они рядом, ты же вот понимаешь, что мы единственные с тобой. Да. А потом какая-то ситуация складывается, допустим, что замуж приезжаешь за границу, и ты как бы не рядом с родителями. Они привязаны к России, и получается, что ты их обманул, вот, они, ну, там даже говорить... Понятно. Какой закон как бы родители нарушают в данном случае или не понимают? Какой из этих 4? Склонность к иллюзии. Здесь не обман. Дети могут не обмануть. Они реально уехали, им реально нет до родителей. Это склонность к иллюзии, да? То есть мы должны понимать, что надо осторожно. Мы на что-то надеемся, но наши надежды могут быть какими? Иллюзорными. Они далеко не обязательно осуществятся. Склонность к иллюзии, которая приводила нас к страданиям. Кто еще скажет? Поднимите руку. Кто? Вот мы думали, что будет так, а это не случилось так, и мы страдали. Просто из-за того, что мы попали под влияние иллюзии. Ну что, никогда ни у кого не было? Любые ожидания от страсти. Любые ожидания от кого-то, да. Пойду на работу, буду счастлив. Да. Несчастлив, да, иллюзия. Еще. Замужество, рождение ребенка, мне казалось, что это приводит к счастью. А когда вышла замуж, когда родился ребенок, было такое состояние, что не было счастья. То есть я поняла, что это зависит от внутреннего состояния, а не от внешнего. То есть если бы не было иллюзий, что было бы, если бы знали этот закон, то узнали бы, как он работает. Да? То есть смотрите, почему нам важен этот закон. Ага. Сделаю-ка я вот это. Желание у нас возникает, правильно? Всегда. Хочу вот это. Следовательно, мы сразу думаем, но я же могу быть в иллюзии. Я должна как-то проверить, у меня должны быть критерии того, что выполнив это желание, я что? Получу то? Понятно, да? Отсюда, смотрите, в ведической традиции есть один принцип. У каждого человека должен быть так называемый гуру. Кто такой гуру? Человек с огромным опытом, личным, и обязательно счастливый человек. А к такому человеку мы приходим и говорим, ну вот я что-то боюсь идти этим путем. Это же нормально. Ну, вдруг мы тут все в иллюзии. Да? И такой человек говорит, а что у тебя есть, чего нет у меня? Понятно, да? Если у человека все есть, что есть у нас, и еще всего, чего есть. У нас что, бояться-то? Если мы приходим богатые к нищим, мы говорим, я хочу с тобой дружить, да? То это опасно. У меня есть деньги, у него нет. У него может возникнуть корысть взять, да? У меня есть любимый человек, у него нет. Может корысть, понятно, отнять, да? И так далее. Да? Но если перед нами человек, у которого есть все, что у нас есть, в избытке, и в первую очередь чего? Счастье, да? То, скорее всего, он наш доброжелатель. Понятно, да? Человек, который жаждет пить или мучается жаждой, вряд ли даст нам стаканчик воды по собственной воле, правильно? Кто-нибудь жажду испытывал здесь, знаете, ужас этого чувства? Это ад, чистой воды ад. Настоящая жажда. Такая, знаете, пару дней, если не дают вам пить, он сходит с ума буквально. Понятно, да? Поэтому склонность к иллюзии выражается, что мы обязательно должны найти мудрого человека и иметь с ним общение. Помните, как
раньше. Были старцы, мудрецы, там в каждой деревне, там в поселке, ну тогда не поселки, не было таких слов, да? В городе были такие старцы, мудрецы, к кому люди ходили и советовались, правильно? Но теперь следующий вопрос, которым мы обязательно займемся в ближайшее время. Нам нужны критерии, что это мудрец. Потому что что? Все склонны к обману. Может, он обманывает, что он мудрец. Правильно? Видите? А если мы хорошо понимаем эти 4 недостатка, то это целое руководство к действию. Это не просто вот я живу, ну да, все в иллюзии, я в иллюзии. Стоп. Значит, нужно найти человека, кто не в иллюзии, правильно? Но есть склонность к обману. Кто-нибудь выйдет и скажет, я гуру, я умный. Вам нормальный провокационный вопрос, на каком основании вы мне верите, правильно? Так вот, ведические писания что делают? Они дают определенный пласт знаний, и потом на основе этого знания дают вам критерий, как вы проверяете того, кто говорит. И если эти критерии не проходят, вы не должны верить человеку, потому что все склонны к обману. Да, поэтому мы договариваемся на начальном этапе, я вам помогаю на этический закон. Какой? Что самое ценное у нас в жизни, кто помнит, кто знает? Время. Хорошо. Ну-ка покажите мне время. Покажите время. Очень легко. Поднесите мне зеркало, и я увижу время. Правильно? Значит, почему для нас актуально время? Кто поймет из этого примера зеркала? В чем его актуальность? Дальше мы его никак не ощущаем. В чем? Ну и что? И чувствуем, и если мы чувствуем себя через 5 миллионов лет здесь и сейчас, что нам до этого времени, правильно? Из-за чего время актуально? Я сказал пример зеркала. Для нас это конечность. Да, потому что время нас разрушает. Вот в чем проблема. Если время нас не разрушает, а просто течет и является свидетелем событий, пусть себе течет. Но оно течет так, что мы это видим на лице каждый день, его изменения. И, к сожалению, изменения что? Не в лучшую сторону. Поэтому время актуально. Да, ни секунды времени нельзя вернуть ни за какие деньги. Следовательно, если я говорю, исходя из своего знания и частного опыта, я кто? Вор вашего времени. Правильно? Потому что частный опыт что? Не дает права на закон. А я тут сижу и рассуждаю какими-то законами. Ну стоп, если это мой частный опыт. Значит, что я должен, что я не имею права с точки зрения этики? Говорить от себя. Согласны? Я вам это обещаю. Потом проверите. Что мне нужно от вас? Как вы думаете? Что нужно врачу, чтобы он помог пациенту? Даже если врач знает, как помочь. Чтобы вы, как минимум, не вредили себе этим. Да? То есть вы попробовали, все-таки попробовали это применить. Вот девушка правильно, она сделала все задания. Да? То есть это называется благодарность. Что такое благодарность? Да? Вот эти знания я делаю. И потом только попробуйте, да? Если это знание не будет соответствовать, да? Моему что опыту. Правильно? Если мы не делаем задание, если мы искренне не пытаемся понять это знание, да, то, соответственно, вы мне скажете, ваше знание не работает. Я скажу, вы это сделали, это попробовали, скажете, нет. На каком основании тогда это знание не работает? Вы даже не можете меня прищучить, потому что вы же не проверили, вы же не попробовали. Правильно? Поэтому, если вы хотите честный договор, да, то я говорю, вы делаете. Проходит какое-то время, мы встречаемся, скажем, говорите, я вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, все, как вы сказали, все. А результат все противоположно этим законам. Вы мошенник. Я скажу, значит мошенник. Ну сколько потеряли? Месяц? Не больше 2. Но если вы придете и скажете, вы мошенник, я скажу, вы что-нибудь сделали? Нет. Доктор говорит, да, как ваше здоровье? Плохо, доктор, не помогает. А лекарства пили? Нет, пока нет.
Или пил вечером, а я же сказал, утром и натощак. Ну, утром я подумал, мне приятнее пить вечером. Понятно, да? Кто виноват? Не поймем. Может быть, и доктор неправильные таблетки дал, но мы не проверили. Понятно, да? Поэтому я говорил о 400 человеках, которые это проверили. А кто это не проверил, там может быть их и еще в 10 раз больше. Понятно, да? Хорошо. Значит, понятие время мы разобрали, да? Это энергия, которая разрушает все и вся. Кроме чего? Что не разрушает время? Душу. Ну, это пока мы не знаем душу, это трансцендентное понятие. Мы о грубых говорим. Сознание разрушает время? Нет. Ага, мы столкнулись внутри нас с некой субстанцией, которая не зависит 25 лет, 15 или 50. Я есть личность. Правильно? Уже круто. По крайней мере, это наводит на эмпирический такой процесс, а может быть и со смертью тела сознание-то не умирает. Смотрите, оно наводит, я не утверждаю это. Но пока ваш опыт показывает, что ваше сознание от тела не меняется. 2 года, 5, 10, 15. Есть кто хочет с этим поспорить? Пожалуйста. Неужели это легко? Нет? Или боитесь? Ну, бывают же такие случаи, что человек просто сознание, то есть это я, правильно? Да, есть, я есть, я личность. Что значит крышу? Ну, ситуация, и человек меняется. То есть он забывает, кто он, что он. Но он все равно считает себя личностью. Вот что интересно. У меня однажды было от очень сильного перегруза, когда, знаете, такие по 38 часов перелеты. Кто-нибудь летал 38 часов на самолетах нон-стопом. И так долгое время. Происходит отслоение, ты понимаешь, где реальность. И что-то там выключилось. То есть я как бы закрыл глаза, а когда открыл, я не понял, кто я. На какое-то время, видать, не проснулось что-то там в конвертере. Знаете, так вот, аж все как струна напряглась, ты смотришь и не понимаешь, где ты, кто. Но я есть было. Я только забыл, кто я. Как зовут. Куда я попал. Ну, то есть это 20 секунд, потом бах, оно и включилось. Да, бывает, когда это не включилось. Но я есть, я щел, я просто все никак не мог вспомнить, кто я. Так вот, йога переводится как наука самоосознания. Это, понимаете, мы понимаем под йогой упражнения, но мы забываем, для чего в йоге делают упражнения. То есть мы говорим о счастье, да, кто-то говорит, ну у нас же курс называется «Йога, как она есть». Да? Нужно понять, что мы не животные и, в конце концов, не спортсмены. И все эти упражнения делаются с какой-то целью. Да? Читта вритти ниродха. Остановить возбуждение ума. Потому что пока ум нас возбужден, вы еще не знаете, что такое ум. Вы не можете поднять себя. Он просто не дает вам даже подумать о своем внутреннем «я». Он все время думает. Обратите внимание. Это какой-то кошмар же, правильно? Мы даже когда спим, часто думаем, да? Поэтому йога переводится как наука самосознания или переводится как наука сознания Бога, что примерно одно и то же. Если мы поймем, кто такой Бог, мы поймем, кто такие мы. Если мы поймем, кто такие мы поймем, кто такой Бог. Потому что мы его частицы. Это глобально философия йоги. Я этот курс разбиваю, йога как она есть, на грубые законы. Потому что кто-то скажет, да не надо мне ничего о Боге. Ради Бога. Я вам дам духовный метод решения материальных проблем. И кому-то этого хватит. Кто-то скажет, мне этого мало, мне хочется глубже, это вам тонкие законы. Кто скажет, мне этого мало, я хочу увидеть то, что нельзя пощупать чувствами. И это дам. А кто-то скажет, неужели вот я могу чувствовать и ощущать себя вне времени и пространства? И это дам. Понятно, да? Какие потребности, такие вам будут и даны соответствующие знания. Хорошо. Мне нужно, чтобы вы задышали. Вы как бы спите. Кто даст мне пример на том, что без отношений нет счастья? Что нарушение этого принципа привело к страданиям? Хотела бы сказать,
Вот что даже если нет отношений между людьми, то люди все равно стремятся завести ту же собачку, кошечку, потому что они в любом случае должны отдавать какую-то часть энергии, и без этого невозможно. То есть, уходя в лес, максимум на полдня, на день ты можешь там отлежаться один, да, то есть я такой человек, что мне надо иногда уходить, но в то же время я без общения тоже не могу. Да, ты доказываешь, что отношения играют большую роль в нашей. А кто-нибудь пожертвовав отношениям женщин, да? Михаил, это считается законом? Да. Это не аксиома, потому что я знаю людей, которые в одиночку могут быть абсолютно счастливы. Нет таких людей. Убейте всех людей. У меня муж абсолютно счастлив, он едет сам на рыбалку, он получает кайф. Он уже не один. А он кого ловит и убивает кого? Понятно. Она трепыхается. Она дает ему жизнь. Если он никого не поймет, он будет несчастлив. Наверное, да. Тогда... И если ему некуда ее будет приносить, и никто не увидит, что он ее поймал, эту рыбу несчастлив. Понятно. Тогда это моя иллюзия. Да, это иллюзия, да. Еще? Еще, когда мы отношениями пожертвовали, а потом поняли, что счастье-то в них, а, допустим, не в деньгах, не в комфорте, что не было такого. Но делитесь, делитесь. Это нужно вам, не мне. Я в этом законе уверен. Можно? Да, конечно. У меня был такой пример, очень яркий в жизни, несколько лет назад. У меня как раз стоял то, что вы сказали, вопрос между работой, заработком и отношениями с близким человеком. У меня была при смерти бабушка, и был как раз такой период, когда компания, в которой я работаю, несколько лет не было вообще работы, заказов, каких-то там договоров. И именно вот в этот период была возможность заключить договор, стать партнером в крупной компании. И вместо того, чтобы уделить время как раз вот самые последние дни, последние недели, я не знал, конечно, что он умрет, все было очень так скоропостижно, но внутри было ощущение, что все-таки это состояние очень тяжелое. И по своей глупости, работе срочность, какие-то там сложности с деньгами, все. Я упустил момент, когда мог дать тепло, дать отношения, дать любовь близкому человеку. И впоследствии несколько лет, в принципе, до сих пор я ощущаю большую тяжесть. И я думаю, что до конца жизни этот опыт будет стимулировать. Будет в моей памяти. Очень яркий момент, когда там первые 2-3 месяца все в рутине, в цейтноте, в аврале, не замечаешь этого груза. Когда все успокоилось, ты понимаешь, что все, поезд уехал, человека нет, ты ему не скажешь, не прости, не я тебя люблю. Все. Хорошо. Понятно, спасибо. Такую вам схему предлагаю. Отношения и страх существования. Кто-то может соединить в единую цепочку. Мы же выживаем, правильно? И у нас есть страх существования. Погибнуть, оказаться калеками и отношения. Как одно, спасает от другого. Очень простая тема, да. Но у меня был момент в жизни, когда мне сказали любимый человек на тот момент. Трудно было расставание, и мы стояли над обрывом, это на самом деле было так, мы стояли в машине, и он говорит, давай я сейчас нажму на газ, и мы просто с обрыва упадем. Потому что я не хочу тебя терять, и меня не хочу терять, но обстоятельства складываются так, что мы должны расстаться. Честно, я подумала о своей маме. Я подумала, что ей будет больно меня хранить, и меня это спасло. Отношения спасли от смерти, да. Сильно. Еще. Помните пример с бизнесменом? Я не знаю, столько лет всегда не понимаю, где я его рассказывал. Который пел у меня в студии, а ему нужна была справка. Из другого города, у него там 3 завода, все такое, да, он звонит туда, просит, чтобы эта справка пришла, ему ее не высылают, он орет на всех.
И в результате вот дети теряют, каждый ребенок по 10 тысяч долларов, 30 тысяч долларов он потерял, потому что из-за этой справки на следующий день его дети не полетели за границу. И он мне задает вопрос, как же так? Я этих дармоедов, гадов, ну там были покрепче слова, кормлю, пою, они не могли справку поставить, подставили меня, да? И ответ простой, тебя никто не любит. И этот человек, он говорит, неужели ты не боишься остаться без денег? То есть, когда он меня пытался мной манипулировать на работе, я говорил, я был счастлив до тебя, я счастлив с тобой, и я буду счастлив после тебя. Ты можешь принимать в моем счастье участие, можешь не принимать, но ты не можешь повлиять на него в худшую сторону. Он говорит, я тебе не дам денег. Не давай. И я ему рассказал пример, когда под Тулой суппорт поломался на машине. И, считайте, надо машину гнать до Москвы, ремонтировать, а погрузчик, сколько ее будет тянуть, да, сколько это денег, 300 километров от Москвы, ремонт, обратно. Но настолько крепкие были отношения с людьми, что они на одном сервисе собрали целый прицеп запчастей, человек сел, за 5 часов доехал, починил мне машину и не взял денег, хотя я предлагал. Понимаете? Это отношения. И они иногда спасают ситуацию намного больше и лучше, чем что? Деньги. А говорится, что в наш железный век. Знаете, что такое железный век? Это вот тот, где мы живем. Век ссоры, лицемерия, раздоров и так далее. Все играет личные отношения. Заметьте. То есть можно обойти кучу законов или, наоборот, добиться, чтобы кто-то следовал законам, если у вас есть личные отношения. Если отношений нет, вы мертвы для людей. Правильно? Нет? Кто-то еще может подтвердить эту мысль? А в чем трудность? Почему не можете? Нет опыта этого? Давайте, да. Вон, вы уже говорили, вот молодой человек. Нет? Не можете ничего сказать? Жалко. Тогда девушка. У меня был трудный период, я осталась одна с 2 детьми, маленькая было 2 годика Валюшке. И я думаю, что делать? Пошла работать в садик. А состояние было такое тяжелое. Вот. И я пришла, а вот кто, наверное, у кого дети есть, вот они приводят детей, они видят всегда шум, когда детей принимаешь, там тапки где-то валяются, а туда там дети еще они такое сейчас вот поколение, что они не умеют играть. Они вот приходят, начинают долбить игрушки, толкать друг друга. И вот этот весь хаос, они тебе так, когда это так откроют, кинут их, выбегают, значит. Я устроилась воспитателем, поскольку у меня был по школе как бы педстаж. Вот. И вот этот трудный период, который у меня был, когда там совсем прям я не знала куда, всякие мысли плохие в голову приходили. Я приходила, и вот эти отношения с детьми, 33 ребенка на меня смотрят и идут, что мы сегодня будем делать. Я поняла, как мало надо дать детям. Вот. И вот они такие счастливые, я вот видела их, понимала, что от меня много зависит. Дети будут это. И вот эти отношения с детьми, они меня вот это, я поняла, что они меня учили все это время, что я в садике работала. Они были мои маленькие учителя. И они спасли меня на тот период, потому что прям тупик какой-то. Это были отношения с детьми. Да, и они позволяют какие-то дискомфорты, да, не замечать в своей жизни. Да, да, я про это говорю. Хорошо, какой еще закон здесь важен? Какой еще закон как бы в этой ситуации учитывается? Помните, низший вкус и что? Высший вкус. А отношения – это более высший вкус. Видите, да? Автоматически низший вкус забывается. То есть мы часто что делаем? Отношения плохие, и что мы делаем? Гасим последствия плохих отношений чем? Еще более низким вкусом – алкоголем. Так это низший вкус, не забьет выше. Понятно, да? То есть, если какие-то плохие отношения, значит, нужно развить с кем-то хорошие. Только еще более лучшие отношения могут компенсировать, правильно? Смотрите, пример даю, потрясающий. Здесь есть
кто по-настоящему любил? Ну, с вашей точки зрения. Есть, да? Есть, смотри, да? Есть такое. Вот смотрите, до того, как вы любили, вы были счастливы? Ну, как-то же были, да? Потом вы влюбились, стали счастливее, а потом вы любовь потеряли. Почему стали несчастливы? Вы же до любви этой были счастливыми. Высший вкус. Все. То есть человек, как только он испытывает более высший вкус, чем у него был, он не может опуститься на более низший. Теперь тот старый вкус, что страдание. Подожди, ты была без него, была счастлива, была, появился человек. Ну, побыло хорошо, теперь его нет. Ну, тебе же должно быть хотя бы как было. Нет, не хуже. Потому что это закон. Высший вкус вытесняет низший вкус. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны как больше чисто практически уделить время высшему вкусу. Правильно? Когда у нас настоящий высший вкус, мы бросим курить. Почему? Нам не надо. А нам не надо. Когда мы перестанем ездить на «Жигулях»? Понятно, да? Когда нам подарит «Мерседес». Автоматически. Мы не будем даже вспоминать. Я своему сыну говорю, иди сестру встреть. Он говорит, пап, можно только не на твоей машине. Потому что после моей машины он на свою не хочет садиться. Понятно почему, да? Очевидно. Понятно, значит, учитесь все видеть практически. Значит, если что-то низкое, деградирующее, мешающее нашему счастью, нас привлекает, значит, что мы должны сделать? Найти альтернативы с высшим вкусом. Вопрос как? Образование. Никаких других вариантов нет. Если человек колупается где-то, говорит, не надоели эти люди, я хочу побыть один. Я хочу побыть один. Вот как женщина говорит, мужу ничего не надо. Почему? А он не знает этого вкуса более высшего. Он не смог наладить отношения, не смог найти там вкус. Потому что этот вкус складывается из 12 видов вкуса, а им не дали это образование. Правильно? Все. Тогда вот буду просто убивать рыбу, охотники. Они чем наслаждаются-то? Убийство вообще задумываетесь? Они не знают другого вкуса. Вот это поймать кого-то, кто-то трепещет в своих руках, кто-то умирает, агония. Ты попал в живое, но теперь не живое, да, вау. Но чем, да? Человек, который любит, который находится в окружении близких, счастливых людей, ему говорят, пойдем кого-нибудь убьем. А зачем? Да? Но когда я попал среди охотников, он говорит, почему? Здорово гоняться за оленем. Понимаете, да? И вы его не переубедите, не дав ему высший вкус. Как мы даем высший вкус? Через что? Ну, думайте, интеллект. Где интеллект? Что мы должны сделать, чтобы заразиться высшим вкусом? Свой? У нас его нет этого высшего вкуса. Чужой. Мы должны найти носителей высшего вкуса. Да? Если мы хотим круто играть на музыкальном инструменте, что нам нужно найти? Крутого музыканта. А мы детей отвозим куда? К неудачникам, которые педагоги по музыке, на 90%. Там бывает 10 талантливых от природы педагогов, но в основном это неудачники. Поэтому наши дети не становятся музыкантами. Не обязательно быть профессиональными, но для себя. Почему? Потому что там нет носителей вкуса. Правильно? Там есть человек, который не состоялся в жизни. Правильно? И ему что? Ну надо жить и кормить семью. Поэтому он чего ребенку учит? Вот будешь так же, будешь зарабатывать. Так же, как я. А? Может, ему нравится. Если ему нравится, сказал, 10% педагоги от Бога. Я не сказал, что таких нет. Я сказал, в основном, придите в музыкальную школу, я же знаю, что это такое. Но когда... Я приведу вам свой пример. Да? Мне нужно было опять по определенным обстоятельствам немножко поработать именно учителем музыки. То
то я сделал им 3-годовой план, потому что я никак не удачник работал по музыке, а мне нужно было это для... И пришли ребята, говорят, что там, давай вместе, бам-бам на гитарах, все раз записываются, трясет. Потому что я пришел, понимаете, я говорю, ты тоже можешь на сцене стать, приходи на мой концерт. Понимаете, да? Всем интересно. Родители пришли смотреть, дети хотят быть музыкантами. Вкус. Следовательно, если вы чувствуете, что вы погрязли в какой-то бытовухе, в какой-то, не поймешь в чем, рутине, да, вы должны искать носителей вкуса. А для этого что нужно? Знание. Опять. Да, потому что вы смотрите кино, и там сидит человек и говорит, а я счастлив. Телепередачу какую-нибудь. А вы уверены? Может, он врет. 90% же врут. Значит, опять нужно знание, чтобы нам определить, носитель он вкуса или что? Зарабатывать деньги этим. Согласны? То есть, видите, как ни крутите, вам нужно очень много знаний. Поэтому мне Жанна говорит, надо раз в неделю. И я думаю, если мы раз в неделю будем собираться, то вы носители этого вкуса будете искать в ближайшие 5 лет, не грозит. Поэтому вот скажите мне, что надо 1 раз в неделю, да? Кто все-таки может только раз в неделю? Но вы же можете послушать, да, в записи, да? Сможете? Поэтому мы оставим максимально 2 раза в неделю. Потому что на самом деле надо каждый день встречать. Понятно, да. Солнце светит каждый день. И по-другому не может быть. Это надо понять. Потому что это должно стать вашей жизнью. Вот это умение жить счастливо. Проблемы будут? Будут всегда. Но проблема не в проблемах, они будут. Надо научиться быть счастливым и жить полноценно. Решай их, просто решай. Их решай, но я счастлив. А мы как живем? Вот сейчас решу проблему, и то стану счастливым. Но приходит новая проблема. Счастье пусть подождет, да? Теперь надо решать эту проблему. Теперь это, теперь рождаем детей. Теперь надо найти работу, да? Теперь нужно построить квартиру, да? Потом смотришь, дело, какая счастливым-то быть. Уже и сил нет, потому что теперь проблема лечиться надо. Сейчас вылечусь, буду счастливый, да? А когда кто-нибудь вылечится, это нереально. Всегда что-нибудь болит. Всегда. Понятно. Так, давайте все-таки программирование сознания пройдем. В смысле практики, да? Очень важно. Значит, наше сознание, оно запрограммировано на что? В первую очередь на определенные понятия. Это понятно? Наше сознание запрограммировано. Например, что такое хорошо, что такое плохо. Правильно? И мы должны научиться идентифицировать эту программу, потому что программа бывает правильной, бывает неправильной. Правильно? И вообще этот мир не такой уж и программирован, мы все личности. И согласитесь, трудно создать робота-водителя. Слишком много за рулем ситуаций неоднозначных. Правильно? Программа будет все время сбиваться. До какого-то момента можно, но совсем трудно, правильно? Иначе давно роботы бы сделали. Есть вещи непредсказуемые, есть вещи противоречащие, да, программам. Поэтому что делают с обществом, чтобы оно было легко управляемо? Его программируют. Программируют наши хорошо-плохо. И что главное, чтобы мы что? Не думали. Вам говорят, вот это хорошо. Пример, я вам приду пример, будете смеяться. Ну, он хороший. Это 92-й год. Тогда прям почти до самолета, до Трампа разрешали провожать. А во Внуково я провожаю своего духовного учителя. Он такие, как буддийские, знаете, одежды. Все, он полностью лысый, с такой дантой полной. А не правда идет реальное сияние. И вот я его так провожаю, он поднимается по ступенькам, все, я там кланяюсь. И там вот уже, когда я иду назад, стоит женщина. Лет так 45 тоже. Почему-то они все такими шиньонами мне попадаются.
И смотрит на меня такими глазами просто нереальными. Это же еще те годы. Она говорит, это кто был? Вот с кем вы шли? Я говорю, а что? А говорит, тут прям все светилось, прям светится все. Да? То есть она заметила, смотрите, она на своем уровне заметила, что это необычный человек. Что происходит дальше, удивительно. Я вдохновляюсь же, я же зеленый помидор сам 3 года только практикую, да? Ну, здорово. Ну, как бы человек, как я, видит это сияние. Да что он ничего не видит? Понимаете, да? Я говорю, это гуру, это святой человек. Почему святой? Я говорю, почему нет? А где борода, говорит? Ну, то есть, она, видать, в христианской традиции, а там, значит, волосы длинные, борода, ну, же лысый. Нет, это не важно, наш программированное сознание. Святой это борода. Значит, как ее легко обмануть? Ее легко вести. Одеваешь балдахоны, крест большой, я не против христиан. Поймите, совершенно нет. Мы сейчас говорим о программировании сознания. Просто подгоняю под стереотип. И все. За мной. И все. Значит, святой может быть с длинными волосами? Скажите мне. Может. Может быть без длинных волос? Может. А в джинсах может быть? Может. А может и без джинсов. А женщина может быть святой? Говорят, что нет? Вот, программирование может быть. Может быть и женщина, и ребенок может быть святым. Вот типичное программирование, когда нам перекрывают определенные критерии для того, чтобы мы управлялись. Принцип называется «бритая курица». То есть программирование равняется бритая курица. Что такое бритая курица? Очень интересный термин. Он, кстати, взят не из вед. Я его как бы притянул аналогию. Перья у курицы служат неким таким термосом вокруг тела. Если слишком холодно, перья что сохраняют тепло. Если слишком жарко, перья сохраняют температуру тела, не дают перегреваться. Бреем курицу. Теперь она везде, где будет человек, она жмется к ногам. Холодно, она жмется, чтобы получить дополнительное тепло. Она сама не самодостаточна. Правильно? Жарко к ногам, холодно к ногам. Следовательно, если я вас лишаю знания критериев, ну, допустим, я правительство, лишаю вас истинного знания, истинных критериев, а просто говорю, вот это хорошо, а вот это плохо. А почему? Не надо думать. Это хорошо, это очевидно. Да? Как мы возьмем все эти 70 лет советского строя, да? Там было типичное программирование людей. Их программировали, что хорошо, что плохо. Понимаете, да? Красные носки в школе – это плохо. Длинные волосы – это плохо. Должна быть определенная стрижка, определенная рубашка. Это хорошо. А вот это плохо, да? Соответственно, легко управлять? Легко. Чтобы люди что? Не думали. А кто думает, это что? Плохо. Теперь скажите, как можно управлять большой страной, не создавая систему надсмотрщиков? Как? Нет. Общественное мнение. Я создаю общественное мнение, правильно? Все. На все стоит создать общественное мнение, как правильно, что положено и что ценно. И очень трудно. Кто-нибудь пытался жить против общественного мнения? Это очень трудно. Все. И не надо за вами смотреть. Вы сами все будете делать, если вас приучить к одной мысли, по одной программе. Какой? Мне важно, что обо мне думают. А что тому, кто о вас думает, есть до вас дело? Знаете, сколько советчиков есть, да? Ляпнул и пошел. Вот эти старушки сидят, что они там думают? Да, ну попробуйте вы оденьтесь не по моде. Оденьтесь или сделайте что-то, то, что не принято. И вы почувствуете, как вам тяжело. Да?
Там есть определенные мантры, и эти мантры наносятся определенной глиной. На лоб, на руки. В йоге это обязательный процесс. Если вы какие-то фильмы смотрите индийские, там такие стилки, такие. Ну, то есть, если вы как бы занимаетесь определенной конфессией, вы должны ставить их. Они защиты дают, они тонкое тело защищают. Иногда их забываешь стереть. Иногда, например, гуру, чтобы распрограммировать, говорит, ну-ка ходи с ними. И я помню, что такое... Это чего там на лбу, а, слушай? Ох, как тяжело, как стереть хочется, понимаете? Хочется быть как все, хочется спрятаться. Понимаете? То есть очень непросто. Соответственно, если кругом вас недумающие люди, что Толстой написал? Он говорит, что если мы хотим поменяться, то это надо сравнить с дверью, которую надо тянуть или давить на нее всей своей силой, да? И всю свою жизнь. Но если вы хотите опуститься, по ней надо просто долбануть, и само откроется. Ну, понимаете, легко опускаться, легко быть как все, но очень трудно быть не как все. Потому что, к сожалению, вот это программное мышление, оно распространено. Его делают на продукты питания. Существуют определенные программы, да? На жилье, на то, какая должна быть квартира, какой должен быть дизайн, как вы должны выглядеть, как вы должны говорить, как вы должны этикет еды. Знаете, ножик тут, это все так, вот так. Понимаете? Вы приезжаете в другую страну, и там другой этикет, правильно, там другая программа, вы уже белая ворона. И вы уже стараетесь автоматически подстроиться под эту программу. А что она хорошая, вы уверены? Иногда мы приезжаем в другие страны, зачем так делать? Может, вот так легче. Но они так делают, потому что у них программа. Скажите, если мы программные такие роботы, мы можем быть по-настоящему счастливыми? Потому что помним, что мы хотим быть личностями, индивидуальностями. Это просто потребность. А если нас зажимают какими-то программами, да, то что? Мы вообще даже не знаем, кто мы, потому что мы просто живем по программе. Правильно? Смотрите, вот пропорция детской игрушки Барби, да? Вы знаете, что это нереальная человеческая пропорция, да? Поэтому что дальше делается? Может быть такая, а вот туфли, мам, вот на таком каблуке, вот, пожалуйста, покупайте. Все. И теперь, так как это навязали, как эталон, да, женщины что? Идут и покупают, потому что они думают, у меня же ноги короткие. Да у вас какие ноги были такие, есть они прекрасны. Почему теперь вы должны обязательно покупать, да? А в какие-то годы, представляете, там в 17 веке вы вышли на этих туфлях. Тогда брили лоб в Европе, чтобы лоб был большой. Давайте сейчас побрейте лоб до сюда, посмотрим. Понятно, да, смешно. Кто мне скажет, как действует программа в религии? Почему так многие люди боятся религии? Кто-то может поделиться? Религиозные программы. Вон. Да, вон девушка в желтом. Буквально на прошлой неделе удалось пообщаться с такими ярыми защитниками христианской конфессии. И я начала задавать вопросы, которые как раз, чтобы для разума, так сказать, понять, почему именно Христос Бог. Я говорю, и получается как? То есть, если Христос Бог, если Он говорит, что следуйте за мной, все остальные идут в ад? Да, все остальные идут в ад. И я вот такие вопросы задавала, и в конце концов одна из девушек не выдержала и спрашивает: девушка, у вас мама есть? Я говорю, ну, конечно, есть, у всех есть мама. Ну вот, а как вы воспринимаете маму? Она же о вас заботится? Я говорю, ну, конечно, мама для того, чтобы заботиться. Да. Еще одна программа. Ну, по крайней мере, на самых ранних. Она говорит, вот вы маленькая, мама вам говорит, не суй пальцы в розетку. Вы же не будете спрашивать, мама, почему я не должна совать пальцы в розетку? Ух ты. Вы просто не суете. Я говорю, девушка, я, насколько знаю, это совершенно неправильный подход к воспитанию ребенка. Ребенку нужно давать причину, объяснять, почему, и нужно этому следовать. Иначе вы программируете. Но меня уже никто не слушал. А я говорила, параллельно со мной говорили. То есть люди абсолютно, вот именно была
Программа заложена, да? Да, программа. И ни один довод, который я пыталась им разум дать, не сработал. Вот. И вот Чем опасна религиозная программа? Мы сейчас не разводим ни против никакой конфессии. Да, потому что какие самые сильные войны и самые опасные, жуткие были в мире? Религиозные. И все выступают от той или иной религии во имя кого? Во имя Бога. Но Бог – это любовь. Что это вы убиваете ради Бога? Да? То есть само получается, что если мы делим на своих и чужих, то это тоже программирование. Интересный момент. Нас создали так, что нас нельзя заставить любить. Если Бог сделал меня таким, кто-то может сказать, космос, природа, сейчас это не принципиально. Но каждый из вас знает точно, как аксиому, что никого из вас нельзя заставить любить. Следовательно, мы ценим это в себе. Почему мы не ценим это в другом? Я люблю, допустим, Мухаммеда. Я люблю Иисуса. Люби. А ты почему не любишь? Потому что у меня есть свобода. Нет, не пойдет. Ты пойдешь в ад. Почему? А я тебе скажу, что ты пойдешь в ад, потому что не любишь Мухаммеда. А давай подеремся. Давай. И вот любовь превратилась в что? Из-за программы в ненависть и агрессию. Хотя сами мы прекрасно понимаем, что нас заставить любить нельзя. Поэтому свобода совести прописана в большинстве конституций. Потому что как это? Как это меня можно заставить любить? И тогда Бог, он кто с кнутом такой дьявол, да? Или ты полюбишь меня, хотя я тебя создал свободным, да? Или я тебя навечно отправлю в ад. Но если сознание запрограммировано, человек бы сейчас встал и вышел. Почему? Потому что это ересь. И был такой Саша Барыкин, музыкант. У меня были с ним близкие отношения. И он написал песню «Любовь не может жить без Бога». Душа не может жить без Бога. Вы ее можете найти в интернете. Это я ему делал, эту песню. Но там есть один интересный момент. У него был администратор. Рубаха парень. Но он любил покурить, попить, девчонок. Вот он любил эту жизнь. Просто любил, не знаешь, что он умер. Просто нет с ним цвета. И он все время ко мне приходил в студию и говорил, давай чем примем. И я говорю, здесь не пьют. Вот туда иди, там можешь пить. А покурить? Нет, здесь нельзя, иди на лестницу. И он мне говорил, ты вот себе отказываешь в этих удовольствиях, это неправильно. Посмотри вглубь своего сердца, тебе же хочется. Потому что он не знал закона высшего вкуса, да? А он говорит, знаешь, я говорю, интересно, вот все, что ты делал, я делал всю свою молодость. Но то, что делаю я оставшуюся жизнь, ты никогда не делал. Поэтому смешной разговор. Больного со здоровым. Мне нравится христианство. Там греши, не греши, Иисус нас спас. Все, думаю, доигрался парень. Пора распрограммировать. Были хорошие отношения. Он все равно очень такой теплый, хороший парень был. Но он в такой программе, понимаете, что не важно, какой ты, важно, что тебя спасли. А он приходит в очередной раз, у них там деловой разговор с Барыкиным, они на кухню пошли, значит, пьют чай, разговаривают. Я подхожу к его куртке, достаю кошелек и достаю сигареты и убираю их. А он же вот такой выходит, значит, все, мы, значит, петь, с Барыкиным говорит, пошли петь, я говорю, все, пошли пей. А он, значит, по куртке, бум-бум-бум, сигарет нет. Он говорит, я сигареты забыл. Саша говорит ему, отвали, мы петь идем, все, отстань, делай, что хочешь, только отстань. Он говорит, я там на улицу пойду, куплю. Бум-бум-бум-бум-бум, кошелька нет. Миха, дай денег. Я говорю, я не даю деньги на греховные вещи. Слушай, это твое право. Ты сам что мне говорил? Любовь свободна. Дай денег. Я говорю, любовь свободна. Не заставляй меня. Значит, доходит
Короче, дошло до уровня. Он мне начал такую открытую проповедь. Не мешай, если я хочу пить, я буду пить. Ты не имеешь права меня заставлять. Ты не имеешь права меня заставлять курить. Я буду курить, чтобы мне не стоило. Хоть там в раю, в одной. А же ты сейчас хорошо сказал. Говорю, все, вот тебе твои сигареты, вот тебе твои деньги. Ах ты гад, ты все забрал-то. В общем, Сашка сидит, ржет, Барыкин начал. Я говорю, так, вот Иисус тебя спас. И ты знаешь, я в это верю. Это не программа. И вот ты приходишь в рай. Но что ты любишь? Ты любишь пить, курить и баб. И тебе что говорят? Ну здесь это нельзя делать. И ты ж там войну устроишь. Ты сам туда не зайдешь. Потому что без своей водки и сигарет, даже если тебя спасут, ты туда не пойдешь. Тебе там будет больно и плохо, как тебе было сейчас 10 минут назад. Понимаете, да? То есть люди думают, что если они перестают грешить, они спасены. Это программа. Вы же не спасены со своими вкусами. Вам это нравится. А если вам это нравится, зачем вас от этого освобождать? Освободить можно чем? Высшим вкусом. Как Иисус спас апостолов, Он их не программировал. Он им дал высший вкус. И поэтому, когда Он ушел, они что делали? Они за Него умирали. Пытки принимали. Страдания. И что? Высший вкус позволял им это что? Выдержать. И что происходило с людьми? Они видели этот высший вкус. И говорят, мы хотим туда. Потому что это высший вкус. Правильно? Потому что все его ученики были что? Носителями вкуса. Разве эти апостолы орали, вы все в ад пойдете? Они говорили, Иисус, любовь, прощайте всех и своих мучителей. Так что мы видим, что самое лучшее распрограммирование это что? Знание и любовь. Пропускай через сердце, правильно? И что вы сказали еще? Ну, шокировали. Какой-то вот не просто подвести человека, а именно дать ему окунуться в холодную воду. Это тоже иногда помогает. Это как, типа, ходишь с ведерочком. Ну, может быть, да. Но согласитесь, давайте теперь программирование в семье. Как мешает, да? Мы же все практически, да? То есть то, что мы... Есть кто считает себя незапрограммированным живым существом? Кто вот из того знания, которое вы имеете, может сказать, что он не запрограммирован? Кто? Святой человек, правильно? Свободный человек, имеющий полное образование, знания. То есть мне нравится ваша реакция. То есть уже не сказал, я не запрограммирован. То есть это говорит уже о наличии что? Какого-то хотя бы знания. Правильно? Следовательно, давайте посмотрим, как в семье опасно программирование. Ну-ка давайте вместе подумаем. Что такое программа? Клише определенное, да? Определенное поведение, маска на определенное уже или стереотип поведения на определенное действие другого партнера, что угодно. Да? Ну, это не в моей семье было, но я встречалась с такими людьми, и девушкам очень сложно потом по жизни идти и находить вторую половинку, когда они видели в своей семье, допустим, когда отец выпивал, а мама прощала это все. То есть для них это как бы... Что отец делал? Выпивал. Выпивал, а мама? А мама прощала это. А мама прощала. И им очень сложно было найти достойного человека, который не пил бы, заботился. То есть они видели для себя, наверное, такую же половинку, как и мама. То есть частный опыт переносили как бы интуитивно на закон. Есть тоньший пример. Еще. Думайте. Программирование в семье. Самое главное, есть один момент, который, помните... да. Высокий. Да, говорите. Да. У меня была другая ситуация. То есть я полагала так, все, вот я тебя люблю, ты меня любишь, все должно быть хорошо, и тут раз, и какие-то трудности. И, прямо я в ступоре была, я не понимала, как действовать. То есть программа раз и сбилась. То есть я тебя люблю, а ты действуешь иначе, не как я ожидаю. Ага. И, да. и вот человек-то, я тебя люблю,
я буду так действовать, потому что у него своя программа. И вот очень трудно было находить какие-то компромиссы. Сильный пример. То есть мы как бы под своим пониманием любви уже имеем программы, мы распространяем на других. У нас ожидание, что люди будут вести себя так же, да? Еще? Да. Очень часто можно наблюдать, когда родители своим детям говорят: посмотри на всех, почему ты поступаешь как все. То есть им уже, они не думают сами, как нужно действовать. То есть нет, посмотри, как там, может, маме плохо, надо пойти домой, а они постоянно говорят: я понял, например, да. То есть это правда, это круто. На пляже мальчик игрался маленький, лет там 5-7, да? И интересно наблюдать. Петя, пойдем домой. Петя играет, Петя ничего не видит. Ну, посмотри, Петя, посмотри, а все уже ушли. Посмотри, все уже ушли. Ну и что все ушли? Что мы сейчас делаем? Мы учим ребенка быть в стадии. Все ушли, и ты должен идти. Все едят, и ты должен есть. Посмотри, все что делают? Что делают сейчас все мальчики? Посмотри. А как правильно, как не программировать, а сделать так, чтобы человек пошел с вами, куда вы хотите? Кто даст решение? Кто знает, молчит. Потому что я уже давал. Заинтересовать, правильно. Чем? Походом. Андрюш, не будь запрограммированным, ходи. Заинтересовать походом. Да, например, если мы знаем, что счастье в отношениях, то как? Я подсказку вам даю. Отвечайте. Ну, рассказать, куда мы идем, и что там будет интереснее. Интереснее. Сказать. Да, но это не отношения, это выгоду мы его учим. Быть нужным. Быть нужным. Я буду тебе нужен. Смотрите, опять мы учим человека потреблять. А мы можем сказать: я так писать хочу. Я так хочу писать. Мама так писать хочет. Ну что? Ну пописывай. Я ж не могу как-то, я взрослая тетя. Пойдем, ну ради мамы. Мама, ты надо пописать? Маме тоже бывает плохо, тяжело. Или мама хочет кушать. Мама хочет кушать. Нас папа ждет, папа соскучился. Пойдем ради папы. Что мы делаем? Мы учим человека замечать вокруг себя других. Что такое культура без образования, духовного, если хотите, вот этого полноценного знания, которое я даю? Это программирование. Надо уважать родителей. Надо. Но что такое уважение? Я уважаю свою маму. И я понимаю, что у нее тоже есть роль дочери. И моя мама играет роль мамы, роль дочери, роль кого? Работника на предприятии, если хотите, научного работника, учителя, да? И для кого-то она младше, для своей мамы, да? И так далее. Правильно? И, соответственно, я уважаю свою маму, я уважаю она личность. Но она может тоже ошибиться. Это не программа. Это понимание человека. А программа «мама не может ошибиться». Мама всегда любит. Мама всегда права. Мама не кричит, а переживает. Нет, мама может кричать. Но она меня любит. Это бремя ее любви. Это бремя ее любви. Ты должен терпеть. Да, мама не подарок бывает. Но она тебя любит. И потерпи ради нее. А тебе легко не кричать, говоришь, сын. Ты тоже иногда взрываешься. Но ты взрываешься и не думаешь легко. А она о тебе думает. Она переживает, поэтому набери ей и позвони. Тогда мы позволяем человеку думать о другом через призму его личности. Правильно? Это не программа. А если мама говорит: я тебе сказала, я мать, или отец говорит: я твой отец, иди и сделай только так. Что встает перед ребенком? Альтернатива. Зачем? Ну почему? Это же неправильно. Часто такое бывает? Часто. Это глупо. От этого не улучшится. Не сработает. Правильно? Как я однажды собираю велосипед и неправильно прикручу, так что цепь крутиться не будет. И мне сын говорит: папа, деталь надо наоборот поставить, цепь крутиться не будет. Я тебе сказал: все, не лезь. Закрутил, не крутится. Говорю: сынок, ты прав.
По крайней мере, я извинился. Я не побоялся извиниться, потому что мне не нужен запрограммированный сын, который будет видеть, что отец ошибается, но только табу. Никто не должен об этом говорить вслух. Значит, такой ребенок, он должен подавить себе индивидуальность. Забить ее где-то внутри, подавиться ей. Потому что если вы заставите сделать а он не понимает зачем, раз, два, три, то это будет внутри боль такая, знаете, окей, я маленький, поэтому я сделал, они сильнее меня, но потом я стану отцом. Вот тогда у меня, когда такой человек, вырастивший в такой, как это, деспотической семье, он становится отцом. Все меня слушаются, понятно? Наконец-таки я отыграюсь. Теперь он будет программировать всех. Потому что ему тоже дети его скажут: а почему? А зачем? А потому. Потому что мои родители меня научили. И правильно. И ты будешь делать. Надо уважать. Почему тут уважать? Ошибиться могут все. Впасть в иллюзию могут все. Иметь несовершенные чувства могут все. Поэтому надо очень хорошо понимать природу тех же детей. Если мы разговариваем, взрослый, ребенок мешает. Да? Часто такое бывает? Все, одна проблема. Да? Я тебе сказала, замолчи. Отошла, ребенок не понимает, но программирует. Нужно объяснить. Потом, в какое-то время, но объяснить, почему нельзя. Как? На его же примере. Да? То есть он к тебе обращается, а ты начинаешь громко говорить, по сторонам смотреть, понимаете? Не реагировать. Ну ты же так делаешь. Сколько раз придется такой номер проиграть? Раз 200. Но зато у вас вырастет незапрограммированный ребенок. Потому что если вы слишком жестко скажете, ему чакру перекроете сердечко. Если вы мягко будете говорить, он не поймет. Значит, или вы с жесткостью его зажмете, как стальная леди. Знаете, я тебе сказала замолчить, только вякни сейчас. Мама злая. Мама не злая. И ты нормально, вы не поняли друг друга. Но об этом речи нет. Разобраться, правильно? Мне же это легче. Я старше. Понятно, да? Программирование в семье. Так, ну где? В социуме программирование легко, да, разобрали? А программирование с самим собой. Мы, конечно, социальные, это нельзя отделять, но все-таки кто мне скажет о своих программах? Кто уже увидел в себе программу? Поделитесь. Ну давайте, делитесь программами. Неужели нет программ? Программа была получена на работе. Придя молодым и неопытным работникам, не раз получали лоб, когда говорили: так, что вы тут, как мальчики и девочки. И все было очень жестко, четко. И в конце концов было понято: надо оставаться сильным. И теперь, уже даже когда это не нужно, это происходит не только на работе, но я замечаю, что это происходит и в семье, и в мирной жизни происходит то же самое, на войне как на войне. Программа. И теперь оторвать эту маску от лица просто иногда невозможно. Это управляет уже просто. Хороший пример. Еще? Как программа мешает нам любить? Кто-то еще скажет, поделится. Понять другого человека. Ну, все же знают, а почему мы не делимся? Тоже программа, да? Какая программа заставляет вас не делиться? Кто скажет? Страх выглядеть глупым, да? Теперь, почему мы боимся выглядеть глупым? Потому что мы думаем. Ну, почему? Да, и значит меньше любят, нам кажется. Смотрите, как нам навязали принципы любви. Они выражаются в том, что нам кажется, что нас любят, если мы успешны, красивые, богатые, умные и так далее. Правильно? Ты сколько получаешь там? 500 долларов? 1000, правильно?
Сколько у тебя подопечных на работе? 5000, а там 100 всего. Правильно? Мы все время преувеличиваем свои возможности. Нам кажется, из-за программированности социума нашего сознания, что от этого нас больше любят. Но разве мы кого-то любим больше от того, что у него больше есть? Или он круче выглядит? Мы, наверное, заинтересованы его эксплуатнуть на эту тему. Это точно. Но любим ли мы его? И в конце концов, мы тоже запрограммированы, кого нужно любить. Мы не смотрим на качество, а смотрим часто на внешние вещи. Да? С этим человек, особенно молодежь. И вот я по молодости себя помню, хорошая девчонка была, но мне с ней стыдно, она парикмахер. Ну, я в университете учился, но не могу. А такая классная. Но не могу, меня запрограммировали, понимаете, родители все. Вот это все, высшее образование, положение, понимаете. Ты не можешь быть с этим человеком. Потому что когда отец мне сказал, а вот эта девушка к тебе приходит, это кто? У меня поперек горла встала, понимаете? Я не могу сказать, кто она. Он говорит, что ты там объелся чего-то? Что ты молчишь? Кто она? Я говорю, парикмахер. Чего? Тут уже мама вбежала на будет. Ты что, ты вообще соображаешь? Понимаете? У меня у самого жуть от этого. У всех жуть, понимаете? А почему? Что это? Парикмахер не люди? Нет, не люди. Это не люди. Ну, вы понимаете, да? Ловите свои программы, да? У нас же есть программы, кого мы можем любить, кого нет. Дальше. Мы опираемся в этих программах на кого? На тех, кто жил по этим программам, и нас их научил этим программам. Правильно? А эти, кто нас научил, они счастливы? А редко. Но они учат. Потому что, оказывается, критерием счастья других люди не смотрят, счастливы ли они. Но мы же идем к зубному кому? Все-таки к хорошему врачу-то, да? А не первому попавшемуся. Желательно, наверное, друзей просить, он вообще тебе что-нибудь сделал полезного, да? А что касается счастья, мы принимаем советы от всех, даже тех, даже пусть родителей. Родители на что мы запрограммированы? Они желают нам счастья. Правильно? Поэтому нужно слушаться их. Подождите, но наша мама счастлива? Нет, но она желает мне счастья, но знаний у нее нет. Поэтому, мамочка, спасибо, я тебя люблю. Я выслушаю все, что ты скажешь, как бремя, что любви к тебе, но сделаю по-своему. Почему? Потому что твой личный опыт показал, что это тебя счастливее не сделало. Но если мама запрограммирована, она это примет? Нет. Если вы запрограммированы, это примете? Нет. Поэтому очень сильно запрограммированы социум. И скажите, человек, который живет многими страхами, а человек программный, он же не знает законов жизни, он слеп. Программный человек слеп. Если что-то не по его программе, он что? Боится. Правильно? Он боится. А человек, который боится, может быть счастливым? Нет. Да. В чем разница тогда между программой и правилами поведения? Правило поведения означает, что я понимаю, зачем я это делаю. А программа, я даже не задумываюсь, зачем я это делаю. Я просто боюсь сделать по-другому. Я не задумываюсь, там разум не присутствует. Я не анализирую ситуацию. Так все делают. Так все делают, понимаете? Посмотрите, реклама мяса, да? Курочка обнимает своих цыплят. Мы их едим. Еще одна программа. Сострадаем к животным, сострадаем. И собаке покупаем труп коровы. Ну, к примеру. Я сейчас не говорю ни о вегетарианстве, ни о том, но да, как бы. Я помню, как мы просто в деревне, моя старшая дочь, ей было лет 7. Ну, к ней пришли подруги, там, дети, все дети пришли. И мы вот так наготовили, вот как вы сейчас пробовали кушать. И дети сели покушать, и мы заговорили, и там мультфильмы про корову, все. Короче, мы просто говорим, я говорю, правда же животные, они же такие же, как мы, они чувствуют, любят у них есть. Дети так все поняли, они еще не запрограммировали. Но вечером пришли родители.
Говорит, вы что сделали? Наши дети отказались от мяса. Вы что делаете? Вы что их программируете? Понятно, да? Почему я программирую? Просто рассказал. И элементарно со стороны ребенка говорит, а отцу, знаете, когда человек большой, ему вечно что-то дарят со всей страны. И вот откуда-то приезжает человек с ящиком, открывает дверь, звонок. Это для вашего отца. Из Дагестана там откуда-то. Живая утка особой породы. И что с ней делать? Я звоню отцу, а у него совещание. Я говорю, пап, тебе утку привезли. Он говорит, убери в морозилку. Я говорю, ты не понял, она живая. Говорит, звони маме. Она в деревне жила в молодости. Звони маме. Говорит, набери ванну воды, яблочки и покроши. Ну а что делать-то? Я ее из ящика, из этого ванну там. А она там тур-тур-тур, бур-бур-бур, там так все круто. Через 3 дня яйца начала нести. И отец через 2 недели говорит, ну надо что-то делать. И мама говорит, ну понятно, что делать. Он берет нож, а она чувствует. Он говорит, я не могу, что я изверг. Понимаете? Вполне естественная реакция. Вот это не программная реакция. Но дальше работает программа. Ну и что же, ее выпустить, что ли? Понятно, да? То есть непростая тема. Определенный есть бизнес, и он очень большой. И пока этот бизнес есть, нам будут доказывать, что это надо есть. И нам будут говорить, что главное витамины. А убирая что? Простой опыт. Что самый долгожитель все-таки йоги. А нормальный такой йог, он ест то, что умещается в ладони и выпивает вечером определенной температуры молоко. И как они гнутся, и как они шевелятся, и какие у них копны вот этих дредов, знаете, там в километр. Откуда столько кальция? Скажите мне. А знаете, где больше всего витаминов, если вы хотите, чтобы у вас было много витаминов? Что нужно кушать? Знаете, да, уже мой подвох знаменитый? Испражнения человеческие. Там больше всего витаминов, но мы же их не едим. И японцы, это вы можете на сайте найти, они из испражнений сейчас делают типа азу, там, как они, не агу, ну, я не знаю, вместо них говорят рагу, там, такие вот, как соевое мясо. Но мы чувствуем на тонком плане, там, может быть, это и полезно, но понятно. То есть вот эти тонкие вещи, нам надо просто немножечко помочь. Программа заставляет нас быть грубыми, не замечать тонкости. А ведь жизнь состоит не из грубости, а из тонкости. На тебе цветок на день рождения. Все, я поехал. Приятно? Не, ладно, цветок. О, букет такой, бум в лицо, на. Или человек открывает глаза, перед ними любящие глаза, даст маленький цветочек. Это тебе дорого. Разница есть? Есть. В чем? В тонкости. Этот цветок ничего не стоит. Вы можете сорвать на траве, внизу, у дома. Правильно? Важно, как его поднести. Значит, работает как, а не что. Правильно? Но программа говорит, скупердяй, да, не мог букет купить. Жалко, да, сэкономил. Видели таких программных людей, да? Им важна форма. То есть не форма, я не знаю, что важно, кошмар, короче. То есть они совершенно не способны тонкостями мыслить. Им все вот нужно конкретно, потому что это программа. Хорошо. Еще какие-нибудь возможности программного мышления, имеется возможности по уничтожению нашего счастья, кто-нибудь приведет? Надо заканчивать, да? Ну, хоть что-то мне скажите, это вам что-то дает? Потому что такие все грустные. Потому что начинаешь думать. Так, теперь смотрите. Я понимаю много негатива. Но не будьте программными. Не бойтесь, что если я говорю о негативе, я не знаю позитива. Я вас продолжаю мотивировать. Мы еще знаний не начали получать. Тут уже сколько у нас пунктов?
53. По каждому можно говорить неделю. Понятно? То есть это серьезное знание. И оно реально вам поможет. Только не надейтесь на дешевку. Потому что это тоже одна из программ. Да? Что дешевое может быть хорошего качества. Не может. Не может быть дешевка хорошего качества. Понятно, да? Знание, которое можно получить за полгода или за год, не может охватить все. Курс, который длится месяц-два, не может вам целую жизнь перевернуть. Понятно? Что продолжать, ходить и понимать, что одно пропущенное задание – это потерянные многие годы. Потому что вам просто этого не знаете, и вы будете опять ошибаться. И есть принцип черепахи, последний принцип, который я даю. Сейчас уже идет распрограммирование. В хорошем смысле, правильно? Вам открывается реальный объективный закон. Я ничего такого не сказал. Удивительно сложно. В принципе, все знают. Но никто не следует. Правильно? Поэтому сейчас работает принцип черепаха. Черепаха при опасности что делает? Все чувства спрячет. То есть вы сейчас увидели, насколько сложен мир. Сейчас опасность номер один. Многим, может быть, даже нормально страшно. Что же с этим делать? Это просто сплошной кошмар. Кругом программные существа, да? Программный мир, программный социум, и мы живем в нем, мы от него зависим, да? И что же делать? Втянуть чувства и просто размышлять над каждым пунктом, как вот девушка сделала, все расписала, все сделала. Знаете, нужно каждый день, наверное, заниматься, потому что мы вот выйдем отсюда, опять заразите там. Нет, уже не заразитесь. Потому что вы можете вспоминать, что есть другие люди, которые не попадают под это, да? Тянуть чувства внутрь, созерцать. Сейчас надо созерцать мир внутри. Как? Кино. Смотрите на мир, как на кино, по этим законам. Человек запрограммировано действует. Человек не видит, что у него иллюзия. Ну, очевидно, вот это да, он в иллюзии. Вот врет, а? Он врет, ведь врет. А ведь думает, что не врет. Да? Думает, что он снимет с меня больше денег, обманет, испортит отношения и будет счастлив. Круто. Не зря у него ни мужа, то есть ни жены там, ни детей, понятно. Отношения-то не имеет строить. Смотрите на мир глазами знания. Смотрите, и вы увидите чудо. Вы увидите такое кино. Мало не покаяться. Понятно, да? То есть вы сейчас начинаете на мир смотреть не я в нем, а я и мир. Отдельно. То есть ваше сознание сейчас способно поменяться за счет того, что вы поменяете отношение к миру. Не надо думать, что там все дураки, да? Но надо немножко посмотреть через эти законы. Тогда вы никогда в него не войдете. Но если вы забываете о законах, если вы забываете об объективной этой реальности вокруг вас, то вы там. А это кино. Кино. Реальная жизнь впереди. Реальная жизнь, она свободная от страхов, комплекс, программ. Тогда она реальная. Тогда отношения реальные. Что такое реальное отношение? Это когда вы понимаете меня, я понимаю вас. Просто это нереально. А вы думаете обо мне что-то? Как я могу считать, что у меня есть с вами отношения? Они есть, но они программные, да? Пока я соответствую ярлыку, который вы мне навесили, правильно? Есть какие-то отношения. И теперь я вынужден этот ярлык нести, например, чтобы вы все были удовлетворены. Это же бред. Вы хотите быть ярлыками для кого-то? Но мы же ведь так и есть. Так что не надо бояться этого мира ярлыков. Надо просто это научиться видеть, правильно? Окей? Да? Задание делаем. Еще я дам лекцию все-таки одну, а потом по группам. Готовьтесь к этому. Да, то есть по группам будем разбиваться, будут даваться задания, вы должны в группе сделать это задание, потом его рассказать. Окей? Пожалуйста, да. Помните, что это практика. Окей? Теперь быстро сворачиваемся за 10 минут. Тут будет занято. Спасибо. Все. Андрюх, распутай мне.